Добрый день, дорогие друзья! С вами «Архивная революция» и я, Михаил Тимин. Сегодня у нас вновь в гостях военный историк Валерий Николаевич Замулин. Валерий Николаевич, приветствую! Добрый день! В прошлый раз мы с вами, так сказать, поговорили о мифах Прохоровской баталии. И о работе исследователей. Сейчас вы любезно согласились рассказать нам по предыстории, так сказать, сражения, да, всего по военному планированию. Я, знаю чуть-чуть, что у вас там какие-то новые публикации на эту тему должны выйти. Не будем лукавить. Это наша встреча связана в том числе и с готовящимся к изданию моим двухтомником, посвященным планированию Курской битвы Берлином и Москвой. То есть он так хитро сделан, то есть в одной книге советские планы, а в другой противник. Так сложилось, что это двухтомник. Я думал, что все вложусь в формат Курского излома, то есть в пределах 800-900 страниц, нормальный для меня формат. Прекрасный формат. По крайней мере, тема это крупная. Вообще, эта тема меня заинтересовала сразу же, когда я начал заниматься Курской битвой, в частности, Прохоровским сражением, потому что работа по исследованию, она упиралась в главную проблему. А как вообще вышло, что столкнулись под Курском это две группировки? Как планировалось? Кто что хотел? Действительно, на бумаге. Не то, что писал Манштейн, писал Жуков, Рокоссовский, как готовилось, то есть с их точки зрения, а на бумаге. Как шла работа по подготовке этого колоссального события? В документиках как записано. Да. Потому что армия это все-таки структура, и она работает по приказу. Есть приказ, есть распоряжение, там все подписи собраны, все, надо работать. Если этого нет, это значит стадия обсуждения. А для этого было необходимо создать, как обычно, для меня это создать две базы источников. Это советские и немецкие. И тут возникли сразу проблемы. Если в прежних исследованиях основная база такая мощная, это были советские документы, то в этот раз получилось, что немецкий получился больше. Не потому советские даже? Да, больше. Не потому что я с пиететом отношусь к трофейным источникам, там тоже, если начинаешь анализировать, столько наворочено бывает. Просто подходы военно-политического руководства советского и немецкого, но были совершенно разные к тому, как проводится планирование и как это процесс фиксируется. Гитлер с пиететом относился к своей роли в истории создания Третьего рейха. Он дал распоряжение, были созданы специальные службы, которая фиксировала его чайные беседы, велись протоколы разговоров не только на совещаниях, но и в частных беседах. Все фиксировалось, фото и кинокамера фиксировала, например, даже прилет его, например, в Запорожье, который там 35-40 километров находился от переднего края, он туда прилетел, и там был фотограф, там все фиксировалось, все. То есть он работал на историю. И для нас такой подход сейчас очень выгоден. То есть все документы, которые тогда были собраны, подготовлены, их можно анализировать. И они дают достаточно широкую базу для анализа. А Сталин относился к планированию крупных стратегических операций по-другому. Во-первых, на всех совещаниях он запретил вести протокольные записи. Все участники событий могли заносить свои рабочие тетради, его распоряжения, приказы, планы действий, но потом эти тетради через некоторое время уничтожались. Совещание в узком кругу, там вообще запрещалось, то есть 3-4 человека, как это было, например, 12 апреля 1943 года, когда был решен вопрос о переходе к временной стратегической обороне в районе Курского выступа. Там тетради у Жуков, где участвовал Сталин, Жуков, Василевский, Антонов, там тетради вообще запрещалось ввести. То есть разговор был конкретный, и все распоряжения должны быть запоминаться и выполняться, и приказы и так далее. В результате сейчас сложилась ситуация, когда замысел
любой крупной стратегической операции, как он вызревал в Ставке, какие были нюансы, какие точки зрения, мы знаем с большим трудом. Мы знаем, что, например, в мае, потом в июне был звонок Ватутина, сначала Василевскому, потом Сталину в июне о том, что с предложением начать первыми наступление, не ожидая удар противника. Но мы откуда это знаем? Из какого источника? Из книг Василевского. Он писал, что вот проявил нетерпение Николай Федорович Ватутин. Нам больших трудов стоило изменить, изменить точку зрения Сталина, потому что эта точка зрения, она причем была созвучна со строением Сталина. Потому что июнь месяц, немцы наступают, непонятно почему. Разведка говорит, что все готово, а они не наступают. А документов нет. Нету писем, нету протоколов совещаний. У Гитлера, когда он разговаривает с кем-то, ведется протокол. У Сталина этого нет. На фронтах, когда командующий фронтом, с командующим армией разговаривает, там даже ведется протокол. И потом распечатка, в архиве, кстати, по Курской битве очень хорошие вот эти распечатки командующего Ватутина с разговоров с командующим очень хорошо сохранились, и они очень хорошая основа для четкого выстраивания и понимания логики действий советского команды. А до уровня Ставки это очень большая проблема. Сейчас вот введен научный оборот журнал посещения Сталина, но нельзя к нему относиться вот как к идеальному источнику, потому что там есть разрывы, он велся с перерывами. Кроме того, там, например, в частности, вот по Курской битве, там я начал анализировать, получилось, что 11 июля в кабинете Сталина был Рокоссовский, а в это время Рокоссовский находился у себя в штабе под Курском. В общем, там этот источник достаточно сложный, его обязательно необходимо каждый пункт его анализировать с привлечением других источников. Хотя именно планирование и подготовка, проведенная Ставкой Верховного командования и под руководством, я хочу подчеркнуть, под руководством Сталина, она была вот на тот момент, если сравнивать операции, которые планировались до того, она проведена была практически идеально. Вот в этот момент я смотрел документы и вот хронологию выстраивал, мне сложилось впечатление, что эти 3 месяца Сталин очень хорошо, не только хорошо организовал работу по восстановлению действующей армии, то есть Воронежского фронта, особенно после зимней кампании Центрального, создал мощнейший резерв, стратегический степной военный округ. Он старался очень внимательно слушать свое окружение и слышать его. Вот мысли, которые были высказывались, они сразу не отбрасывались. Каждая мысль, каждое предложение проходило очень тщательный анализ, проверку со всех сторон. И вот это, конечно, сыграло очень важную роль в том, что мы подошли к началу Курской битвы очень хорошо подготовлены. Конечно, это не было идеально. Красная армия в тот момент не была идеальной. И подготовка, конечно, была не идеальной. Но в тех условиях это было вполне достаточно для того, чтобы выиграть. И не только численностью. А что касается планирования, во-первых, очень важно было понять, как это, процессом, как шел процесс планирования, что тормозило, насколько эффективно были решения немецкого командования, которые принимались в период планирования подготовки. И для меня было удивительным, насколько бездарно шла подготовка 9-й армии Моделя. Модель считался человеком, который был по духу близок к Гитлеру. Он был нацист. Непонятно, в душе он был нацист или это был конъюнктурщик, который хотел говорят, что в душе. Я не могу сказать. Но вел он себя, в общем, в рамках, того идеологии, причем очень активно. Его за это, кстати, генералитет, его коллеги по оружию очень недолюбливали и так с презрением некоторые относились. И смотрите, это вторая из 2 группировок, которая была собрана для стратегической операции года.
модуль в ранге командующей армией и на апрель месяц. А ему Гитлер дает распоряжение о том, что он отвечает за операцию «Цитадель». На юге Манштейн, командующий группой армии, отвечает, а здесь не Клюге. То есть Модля, да, то есть Модля ставит в какой-то степени вровень Клюге. Тем более он в резерве, он, по-моему, с 42 года, Модель с конца 42 года в резерве на должность командующего группой армии. То есть это большое доверие. И вот начинается подготовка. 24 марта Клюге дает распоряжение Модулю готовить операцию «Цитадель» к 12 апреля, подготовить план ее. Он готовится, он известен этот документ. В советское время это один из, по-моему, 6 документов, который в советское время был переведен. 12 апреля все готово. Армия начинает с этого времени начинает сосредоточение на исходных позициях, потому что 9-й армию выводили из-под Вязьмы, потом сосредотачивали в Орловской дуге. И тут начинается гонка. В период подготовки этого документа Модулю обещают «Пантеры», обещают «Тигры», обещают пополнить танковые дивизии бронетехникой, которых у него не было. К началу апреля у него 156 танков в армии. Ну как наступать? Причем наступать не просто пробивать брешь, а захватывать такой крупный административный и промышленный центр, как Курск, пройдя 75 километров вглубь обороны Центрального фронта. Ему обещают все. И кроме того, армии, в его дивизии были очень большие потери в личном составе. Ну, из-за Ржевского, да? Да. Приходит апрель, документ подписан, армия выдвигается для решения задач. Ничего фактически Модуль не получил. Все, что он получил, это сущие крохи. Это четко прослеживается по документам, ну просто рвет и мечет. Там, вы читаешь его переговоры, письма, переговоры, самое мягкое, что он пишет, что на высоких тонах разговаривает, нервно там. В результате, когда приходит приказ о наступлении с середины апреля, Модуль звонит, значит, начальнику штаба группы армии «Центр» и, представьте себе, отказывается участвовать в операции «Цитадель» официально. Понимаете? И мотивируют. Вы мне обещали то. Это не просто вы обещали. Без этого армия выполнить задачу не сможет. Она ударит, задачу не выполнит, понесет потери, будет вынуждена отойти. Кто будет виноват? Ну, естественно, Модуль, а кто? Он же отвечает за все. О том, что он не блефовал, вот, и говорил объективные вещи, стало ясно сразу, потому что Клюге, командующий группой «Центр», сказал, практически на второй день связался с ним, сказал, что все пополнение, которое в группу приходит живой силы, мы его отдадим вам, это апрель месяц, всю технику отдадим вам, но это там 20 танков. Ну, Модуль вообще онемел. Ну какие 20 танков? У меня 156 танков. Каких 20 танков? Мы готовим стратегическую операцию, наступательную. Он пишет обратно письмо, опять отказывается. Второй раз отказывается командовать армией. И тогда уже не выдерживает Клюге и говорит, ну, если вы так настаиваете, обращайтесь в Ставку. И тогда появляется письмо, знаменитое письмо 24 апреля Модуля, которое и раскрыло фактически глаза Гитлеру на то, что армия не готова проводить операцию «Цитадель» в первых числах мая. И это письмо стало катализатором того известного совещания 4 мая, где было сказано, что все, операция нужна, но я, фюрер, ее откладываю до 12 апреля. До 12 июня, да. Благодаря немецкому исследователю Тёппелю мне удалось найти подлинник этого документа, письма Модуля. В некоторых исследованиях очень это письмо так описывает, что в этом письме Модуль четко дал понять, что он против операции «Цитадель», что это операция гибельная, что так далее. Ничего подобного. Письмо написано профессионалом. В письме написано, что если мы хотим успех в этой операции, необходимо выполнить все
все обещания, которые были даны командованию 9-й армии. Должны восстановить дивизии пехотные, должна быть создана бронетанковый кулак, который должен проламывать оборону противника, и должны быть реальные сроки операции. И он считает, что если все то, что обещал, в том числе и командование сухопутных войск, ему будет доставлено примерно до середины мая, то 15-17 мая, то можно, в принципе, начать операцию «Цитадель». И документ очень интересный, потому что он без визга, без надрыва, без нервов, да, а четко излагает ситуацию в армии и четко излагает план, причем очень реалистичный план того, что можно предпринять для того, чтобы надеяться на реальный успех. И вот извиняюсь, вопрос такой. Вот вы говорили, что изначально весь план, собственно говоря, вот этого удара на сходящихся направлениях предложил командующий 2-й танковой армии изначально, да? Значит, а потом уже каждый из правой и левой руки, они сами разрабатывали свой план, да, насколько я понял? Да. То есть модуль 9-й армии, они должны были, получается, с севера наступать, да. А Манштейн с юга. Да, это у нас войска Центрального Воронежского фронта, которые удерживали Курский выступ, они разрабатывали, каждый из штабов разрабатывал отдельную, но очень тесно связанную Курскую оборонительную операцию. То есть оба фронта должны были проводить единую операцию, но свои планы тесно увязать. Все-таки командование обоих фронтов понимало, что большая вероятность главного удара будет от Белгорода. И Рокоссовский свой подвижной резерв, танковые корпуса, как вариант нацеливал в полосу Воронежского фронта, в район Обаяни. То есть если немцы прорываются через Обаянь, туда Рокоссовский бросает свой подвижной резерв, 9-й танковый корпус, 16-й и так далее. И что касается планирования. Вообще, планирование летней кампании, а «Цитадель» это была пусковая летняя кампания для обоих армий. Да? Для нас это начало Курской битвы, «Цитадель». Первая часть. Для немцев они как бы не рассматривают, вот сегодняшние современные историки, они не рассматривают Курскую битву, как мы, с 5 июля до 23. Для них есть операция «Цитадель». Да, они как бы соглашаются условно, да, с нашим, что Курская битва это с 5. Во-первых, они считают, что Курская битва с 4 началась, потому что год начал реализовывать план «Цитадели» с 4 июля, ударил по боевому охранению 6-й гвардии. А во-вторых, они вообще считают, что «Цитадель» это «Цитадель», а то, что после «Цитадели» это отступление. Зачем это акцентировать? Зачем об этом вообще рассказывать? Да, акцентировать внимание. 12 июля все было уже, мы победили, а уже отступление как другой уже эпизод. Это молодцы, хороший подход, грамотный. Да, и вообще вот летняя кампания, она, кстати, с обеих сторон начала готовиться январь-февраль. Сталин задумался о том, что необходимо теперь после Сталинграда можно думать серьезно думать и планировать освобождение оккупированной территории уже в январе. Там Генштаб предложил ему часть резервов, часть сил, которые шло с оборонных предприятий, оружие и личный состав, который призывался, направлять не только в действующую армию, но и сформировать резервы стратегические. Он до этого момента, до января 43 года еще как-то противился этому, сказал, да какие резервы, если у нас действующая армия не полностью удовлетворены требования. А с января, конец января, он уже принимает решение о формировании стратегических резервов, который был потом, этот резерв сформирован и облачен в такую форму, впервые форму управления, как фронт. В апреле месяце, но начали резервы сформироваться в январе. Немцы в это время, несмотря на то, что шел отход от Сталинграда, проблемы были крупные и на Воронежском направлении, 2 окружения под Россошью, под Косторным, отход к Харькову. Тем не менее, высший командный состав уже в начале февраля начинают думать, а что будет летом. Все-таки планирование, оно долгое, планирование, подготовка. Потому что результаты кампании, как бы они там ни были, все равно русские до Берлина не дойдут.
А лето придет, и летом придется действовать. Поэтому мы начали думать. И первым, значит, высказал свои мысли о том, что надо делать. Ну, Манштейн, естественно, потому что основные боевые действия, очень тяжелые бои развернулись вот в полосе его группы армии Юг. И он предложил Гитлеру, причем предложил в тот момент, когда его войска вот уже готовились к мощному контрудару, он предложил провести операцию с целью частично срезать Курский выступ. Уже тогда, да? Да, но он планировал двумя ударами не с севера и юга, как оно и произошло, а он с запада и юга, то есть срезать нижнюю часть Курской дуги. Почему он так предложил? Во-первых, на это хватило бы сил. В тот момент. Да, в тот момент. Он считал, что вот на этот момент хватит. А открывать рот надо по возможности. На всю дугу. Потому что под Курском в феврале развернулся Центральный фронт, и нашло наступление, и там было не до этого. А другие военачальники, несмотря на то, что они не были фельдмаршалами, в частности, вот командующий второй танковой армией, они на эту ситуацию смотрели более трезво. Они считали, что если уж проводить крупные операции наступательные в тех условиях, когда Гитлер сам Манштейну сказал, когда он в Запорожье был, все, вермахт в этом году на крупные операции не способен. И вот в этих условиях нужно было проводить операцию, активные боевые действия вести. Лучше одну средненькую, чтобы результат был весом, чем вот это отхватывать там кусочки откуда-то там. И вот Шмидт в разговоре с своим начальником Клюге, командующим группой центр, сказал, что вот, конечно, если бы Берлин помог силами, надо бы провести в районе Курска очень выгодные конфигурации линии фронта. Вот там бы можно было провести очень приличную наступательную операцию, но опять же нужны силы. Пока этих сил нет. Клюге подумал, сказал, в этом что-то есть. Это в тот момент было, когда Центральный фронт пытался прорваться к Брянску и дальше на Смоленск. А потом вот Клюге в голове отложился это предложение. И он, когда Гитлер приехал к нему в Смоленск, там собрался командный состав группы армии, в том числе и Шмидт, и он дал слово Шмидту, сказал, вот есть предложение, мы считаем, что оно отвечает сегодняшней обстановке, как вы на это смотрите. И Шмидт ему изложил, как он видит. То есть операции средних масштабов, 150 километров, участок 150 километров, которые активных боевых действий. Если учитывать там 41 год, когда немцы наступали на 2000 километров, да, 43 год там 600, а тут 150 километров. Участки прорыва, вполне нормальные. Это средненькая, небольшая операция, которая должна была успешно завершиться. И причем Гитлер поставил перед генералами четко, кстати, задачу, чтобы это должно было быть кровопускание для Красной Армии. И соотношение должно быть 1 к 10. Вот если эти требования будут выполнены, он будет считать, что эта операция завершилась успешно, и так далее. Это первично, что он сделал. Почему? Потому что было понятно, после Сталинграда мощь Красной Армии будет только расти. Сталинград показал, что силы русских неисчерпаемы. Немцы просчитались в наших возможностях. Плюс союзники помогали, хотя, кстати, в марте союзники отказались нам морским конвоями поставлять вооружение, но это отдельная тема. Численность армии будет расти, а квалификация и опыт советских офицеров и генералов будет тоже расти. И это показал Сталинград, это показали события после Сталинграда, контрнаступление. Поэтому главная цель – обескровить, еще раз обескровить действующую армию. Чем больше обескровим, тем легче нам будет удержать фронт. А если мы фронт не удержим, значит нам легче будет отступать. То есть это все записано, да? Да. И 1 к 10, да, это вот то, что 1 к 10 это требование было 100%. И то, что Шмидт
Есть документы, это книга телефонных переговоров Клюге с Шмидтом. Поэтому вот изначально было так. Но потом ситуация после Сталинграда была, конечно, кардинально изменилась. И, конечно, нервозность, которая присутствовала в ставке Гитлера в него. Надо сказать, что вот документы, которые я смотрел, они четко свидетельствуют, что по планированию, да, стратегического уровня, это документы, которые писал человек с рациональным мышлением. Человек далеко не глупый. Человек, который принимает решения после глубокого анализа. То есть считать, что Гитлер готовился к Курской битве в состоянии там, аффекта, он наркоманом был там, и вообще, как в советское время говорит, идиот какой-то там с усиками бегает, кричит, надо наступать, потому что вот я так решил, провидение мне так приснилось, там, ничего подобного. Это был очень, во-первых, расчетливый, очень неглупый политик, который свои действия и решения просчитывал. Но надо сказать, что вот перед Курской битвой, в период подготовки, организация работы, она, если сравнивать с тем, как это делал Сталин, она не выдерживает никакой критики. Вот в этот момент в Ставке образовались две группировки, которые... Ставки Гитлера. Да, в Ставке Гитлера. Там, где все малохольные. Да, две группировки. Они из-за этого. Нет, они там они не малохольные были. Вот, две группировки генерала, которые одни тянули дело на себя, считали, что надо резервы собирать в Европе и ждать, пока, значит, союзники на континент не высадятся и с ними бороться. А вторая группа, это вот Цейслера, которая считала, что нет, надо... Начальник, по-моему, генерального штаба. Да, сухопутных сил. Вот, он сказал, нет, надо заниматься Восточным фронтом. Если там ухнет, то союзники для нас окажутся так, сказочкой. Не успеют высадиться. Да, не успеют высадиться, русские в Берлине будут. Поэтому надо решать вопрос укрепления Восточного фронта. И укреплять его надо прежде всего активным боевым действием. И пока вот эти генералы наверху там перетягивали одеяло, у модуля танков не хватало, людей не было, артиллерии кот наплакал, в результате модуль раз сказал, два сказал, третий раз сказал, слушайте, я в таких ситуациях вообще не хочу участвовать в этом. Что вы себе позволяете? Да, вообще, что обещали одно, грандиозные планы рисуете, а решать задачи, которые вы там рисуете, это кто? Я буду, а чем? Логично. Тут еще надо смотреть объективно на возможности Германии. После встречи в Касабланке Рузвельта с Черчиллем, ведь американцы подключились к бомбардировкам промышленных районов и городов, и промышленных районов Германии. Это существенную роль сыграло и на подготовку к Курской битве. Американцы очень капитально утюжили танковые заводы, там, авиационные, РУР. И это влияло, в том числе влияло на скорость выпуска новых танков. «Пантера», «Тигр», в общем, и вообще на количество выпускаемой бронетехники. Ведь танковые дивизии немцев вышли в очень тяжелом положении после зимней кампании. И необходимо было просто танковые полки пополнить до штатного состава. И это тоже существенную роль сыграло. Давайте вспомним всем известные проблемы с 10-й танковой бригады «Пантер». Все знали, что это детище Гитлера, что он на нее возлагает колоссальные задачи. Вот это будет каток, который там пройдется по обороне русских, там войдет, значит, проложит путь гренадерам до Курска, а потом и до Воронежа, или куда-то там. Ну, вот он сейчас как жахнет. Эту дивизию, эту бригаду собирали все. Заводы собирали, инспектировал, значит, Гудериан, контролировал лично, значит, Цейслер, и Гитлер к этому прикладывал большие усилия, интересовался. После совещания основного, где перенесли цитадель 4-го, он 10 мая провел крупное совещание в Берлине с участием Шпеера, министра вооружений, в котором рассматривался один вопрос: как можем ускорить выпуск «Пантер». Все это, значит, бригаду
всем миром собирали, комплектовали, учили. Ну и получилось как? У 7 нянек, да, дитё без глаз. То есть пришла бригада личный состав не обучен, не подготовлен, не укомплектован, бригада полностью не укомплектована необходимыми средствами, а использовали ее, ну, из рук вон плохо. Бросили на минные поля, там, в общем, организация. И вот такой подход, он характерен для всей подготовки. Несмотря на то, что к середине мая на Берлин довел вермахт до почти 10 миллионов, это пик был. Это мобилизация, замена женщинами в зенитных частях мужчин, там, в общем, сточных рабочих и так далее. И так далее. Все это собиралось, вермахт креп численно, качественно до этого времени тоже креп, но необходимые силы для ударных группировок вовремя, ну, то есть сроки-то сами вы устанавливали, и к этим срокам технику и вооружение не подогнали. И вот эта нервотрепка началась. Переносим, не переносим, а почему переносим, а если переносим, а что будет? И в результате получилось как-то вот сумбурно. Планы были большие, громадье, а подготовка была ни шатка, ни валка. К июлю уже так, ситуация была вот среди генералитета так. Ударим, скорее всего, ничего не получится. И не ударить уже как бы нельзя. Все понимали, что цитадель в том виде, которой она была сверстана вот в начале, она цели не достигнет. Ну, потом каждый генерал уже начал настраивать, уже думать, а как это развернуть в свою сторону. Например, командующий 4-й танковой армией четко еще в мае сказал Манштейну: цитадель — это операция грандиозная по нашим временам, по нашим возможностям. Давайте мы смотреть и с точки зрения группы армии Юг, и с точки зрения 4-й танковой, что мы можем получить. Они четко спланировали первый этап, то есть наступление к Прохоровке, прорыву. А дальше поживем, увидим, какие силы бросят на нас противник. Вот, у модуля вот такого подхода не было. В результате Гот оказался прав. Они сверстали с Манштейном план. Очень четко прослеживается план, четко, что где делать, до прорыва к Прохоровке. После Прохоровки поживем, мы видим. Прохоровка, контрудар, 12 июля, ничего не получается, явно, что пора отходить. 13 июля Гитлер сворачивает операцию «Цитадель». То есть наверху строили грандиозные планы, а внизу понимали, что эти планы не реализуются, и самым шустрым оказался Гот. Он правильно просчитал и сказал, ну, все нормально. У него, кстати, все получилось по максимуму, все, что он планировал. Но ему, конечно, выгодно было. Почему? Потому что основные силы он получил в свое распоряжение еще весною. А модуль мурыжили. Модулю обещали Бантеры, кому отдали? Готу. Модулю обещали силы и средства, которые еще с апреля с большим трудом отдали в конце июня. Фердинанды в конце июня пришли к нему, по-моему, 25 июня, а 26-го Клюга дивизион Фердинандов передает соседней 2-й танковой армии. Модуль там взвился, документы читаешь, буквально человек взвился. Сказал, вы что, вообще в конце концов, Пантеры забрали, все забрали, чем я буду прорывать оборону? Ну, да. В общем, там скандал был в случае очень серьезный, в результате на Фердинанда вернули. Ну а что Фердинанда, если бы еще что-то было к ним, а так. Тема очень интересная, поэтому обо всем не расскажешь. Будем почитать. 1500 страниц, Ничего понимаете? страшного, поэтому обо всем не расскажешь. Обо всем не расскажешь. А вот такой маленький момент. Алексей Валерьевич рассказал, что как раз-таки вот именно то, что первый раз было за всю войну, когда вот действительно там перехватили англичане и потом передали, что будет наступление. Нет, Алексей Валерьевич, насколько я слышал, он сказал другое, причем он сказал точно. Не план «Цитадель». Да, не план, а именно то, что будет наступление. У нас в интернете очень вообще удивительная вещь. Вот гуляет сказка. Я не могу понять, откуда это пошло, что еще Гитлер не подписал приказ на «Цитадели», а он уже лежал у Сталина. Ну, во-первых, друзья,
не подписанный никем документ. Ну, да, Ну, никому не- зачем верховному главнокомандующему? Ну, вот это первое. А во-вторых, ну, не было у нас Штирлица такого уровня, чтобы план такого уровня передавать. В-третьих, как такового плана, вот папочка Барбаросса, да, вот плана не было. Каждая группа, это не общая Курская оборонительная операция, это планы каждой ударной группировки. Центр, группы армии Центр и Юг. И каждый свой план делал, причем план делал каждый раз, когда менялись даты наступления. Этих планов там можно посчитать 4 или 5 в каждой группе. И никто, ни один план Сталину на голубой на каемочке, на тарелочке не передавал это точно. А Алексей Валерьевич говорил другое. Это точно. В конце апреля, 26 по-моему, апреля, когда Манштейн лежал в больнице, ему операцию делали, там, удаляли катаракту, исполнял обязанность командующего группы армии, Вейхс, фельдмаршал. И он отправил радиограмму в Берлин с мнением группы армии Юг о перспективах готовящая, да, первой официальной датой, к которой было привязано уже сосредоточение, было 5 мая. И к этому времени штаб сухопутных войск отдал распоряжение обеим группам представить свои наметки. Что вы думаете по поводу этой операции, можно ли проводить, не можно. Катализатором этого всего выступило письмо Манштейна, о котором я говорил. И вот Вейхс свои соображения выложил в радиограмме и отправил. И англичане перехватили, значит, передали. К сожалению, вот этот документ, он отражал точку зрения только группы армии Юг и только на конец апреля. Там, да, было понятно, что как планируется наступление, но в дальнейшем его использовать было невозможно. Почему? Потому что время уходит, и непонятно, этот ли план. Противник-то не наступает. Ну, да. В мае не наступал, в июне не наступал. И этот ли план вообще планируется реализовать или нет? Поэтому говорить, что советская разведка выиграла, и англичане помогли Курскую битву, потому что вот этот документ перехватило, это неверно. Кроме того, этот документ очень весомое подтверждение того вывода, который был сделан еще 12 апреля в кабинете Сталина, когда принималось решение о преднамеренной временной обороне в районе Курска. Да, этот документ подтвердил. Кстати, он был направлен 26 или 27 апреля, а в Ставку он попал уже в мае. То есть он подтвердил предположение, что противник планирует. Но когда и почему такая затяжка, никто не понимал. Вот это нервы. Вот нервы. Но про планы советского командования я предлагаю поговорить в следующей передаче. Замечательно. Буду рад. Да, из того, что мы говорили, первое, то, что немцы изначально не планировали там наступать на Москву после цитадели. То есть это была локальная операция, направленная на уничтожение советских войск, стабилизацию фронта. Да, абсолютно точно. И перспектива была, если вдруг у нас все получится, то мы первое, что ударим в направлении Донбасса. Донбасс это была фишка, это идея фикс Гитлера. Он сказал, если Донбасс потеряем, все. Войну можно считать проигранной. Он четко сказал это на совещании, по-моему, в марте 43 года, или в феврале 43 года в Запорожье. Ну и второе, то, что они переносили план, это было просто из-за реальности ситуации, то, что немецкая экономика, немецкая промышленность просто не могла дать всего, что положено было для наступления. Совершенно верно. И дать, что необходимо, и то, что считал необходимым Гитлер. А он реально считал, что он действительно и правильно считал, что прорвать оборону, которая была создана под Курском, может быть только тяжелые танки, ну, по нашим классификации, да. Танки новые, мощные, вот они прорвут. То есть их наличие давало возможность думать, что цитадель может быть успешной. По большому счету, к июню никто не верил, что цитадель приведет к захвату Курска. Но вот эта техника новая, она давала как бы уверенность, что что-то у нас получится. Потому что, действительно была хорошая техника, новая. Новый уровень совершенно. Да, совершенно другой уровень. И вот этот уровень, конечно, подталкивал. А вдруг получится? Ясно.
Очень здорово. Ну что, будем читать вашу книгу. Замечательно. И в следующий раз вас ждем, поговорим о советском планировании. Конечно. Спасибо. Спасибо. Всего Всего доброго. хорошего. До новых встреч.